Посреди ночи в многоэтажке появился пес. С трудом добравшись до второго этажа, он там и сидел, полностью исчерпав свои силы. Собака не знала, куда идти дальше, а если бы и знала, у нее уже не двигались лапы и глаза не видели дороги. Вечером, обнаружив собаку, жители дома позвонили нам и попросили найти ему временное пребывание. Мы поехали сфотографировать собаку, чтобы разместить фото для поиска хозяев или передержки. Увидев собаку вживую, мы ужаснулись. На голове пса была гематома, глаза заплыли, а слабость не давала животному просто пошевелиться. Раньше пес жил в семье, об этом говорил ошейник, но потом оказался на улице. Как он оказался в таком состоянии и сколько пробыл на улице, неизвестно, Каито, почему, когда родные ему люди отказались от него. Жильцы дом больше переживали, что дети могут начать трогать собаку и заразиться какой-то болезнью, чем о состоянии самого животного. Собака и правда была больна, но не настолько, чтобы обходить его десятой дорогой. Пес явно болел уже давно, об этом говорило крайнее истощение. Мне было непонятно, как бывшие хозяева довели его до такого истощения. Искать хозяев и расспрашивать их о произошедшем было некогда, собака срочно нуждалась во врачебной помощи. Мы сразу же забрали пса и отправились в клинику. Денег на оплату работы врачей у нас не было, но была надежда собрать хоть немного из ящиков для пожертвований и заплатить за услуги клиники. К сожалению, собрать из ящиков получилось и правда немного, чуть больше 300 рублей. Кто может сказать, что не стоило забирать собаку или сразу вести ее на усыпление, но мы не рассматривали такой вариант. Эта собака не заслуживала такой судьбы, его никто не спрашивал, хочет ли он умереть, не имеет значения, в чужом подъезде или в клинике. Пес оказался очень доверчивым и добрым, он прижимался ко мне в машине с такой силой, что было сразу понятно, что он хочет жить, он видит в нас свою последнюю надежду и пытается не упустить ее. Сразу было понятно, что пес очень голоден и испытывает жажду, он с такой надеждой в глазах смотрел на нас, когда мы просто дали ему воды.